Всем привет! Вы на канале Toyhouse, и сегодня у меня очередная коробка с модельками, уже пятая по счету. Ну, хотя она не пятая, но так я рубрику решил назвать, поэтому будет пятая. В общем, вот в такой вот интересной коробке, смотрите, написано «Осторожно, хрупкая». Такие коробки я что-то еще не получал. Вот такая она длинная, даже не длинная, какая-то квадратная. Сейчас чуть вот камеру можно приподнять. Во. Вот, видите, какой размер. Также это все дело поставим на розыгрыш. Проходит розыгрыш на канале с четвертой коробкой. Участвуйте, выигрывайте, все условия там найдете. Где я взял эту коробку, все расскажу в видео. Сразу могу сказать, что получил я данную коробочку совершенно не бесплатно, а за определенное количество денег. В общем-то, посмотрим, что там. Ну, как бы я чисто теоретически-то знаю. Ну, некоторые... Ну, я знаю, что здесь масштабные модели в масштабе 1.43. Вот это я знаю. Открываем. Открываем. Я уже вижу, а вы-то нет. Что-то желтенькое есть, что-то беленькое есть. О! Тыщ, ребяточки, что нас сегодня ждет? Как думаете, ваше мнение? Обязательно комментарии оставляем. Ну и, конечно же, если ты не пишешь сразу комментарии, то напиши потом, после просмотра видео, какая модель тебе понравилась больше всего. И какую бы ты, может быть, хотел получить. Было бы интересно услышать ваше мнение. Я, кстати, все комментарии читаю и на многие отвечаю. В общем-то, ну, если даже не отвечаю, то ставлю лайк, сердечко. Поэтому пиши. Итак, давайте начнем. Газетки не убираю. И достаем. И здесь у нас газончик. Ничего себе, это газон, ребята, Next. Что здесь у нас? Есть какие-то информации по модели? Ничего, что-то не написано. Сделано в Китае написано, и все. В общем, вот какой-то артикул. Газ, в общем-то, C41R31, вот такой вот газон Next, по-моему, правильно, да? В общем-то, классная моделька в масштабе 1.43, прям зачетная. Оптика пластиковая идет, сзади и спереди открывается у нас, наверное, тент. Опа. И вот так вот кузов, смотрите, даже с детализацией. Ну, то есть, вот эти рифленая поверхность сделана, бывает нет. Класс, модельчика классная. Отставляем ее в сторону. Поехали дальше. До желтенькой штучки доберемся. Но я догадываюсь, что там. Догадался, что там? Напиши комментарий. Вот как ты думаешь, что вот это такое вот? Вот здесь скрывается. Такое желтенькое, яркое, красивенькое. Так, достаем. Опа. УАЗ Патриот. Резиновые покрышки на колесах, соответственно. Автолегенда это делает у нас. И это у нас правильно какое название имеет? УАЗ Патриот. Ничего необычного. Так, зачетная модель, а буковки? Буковки прям на этом колпаке для запасного колеса выбиты. Кстати, многие снимают у настоящих автомобилей запасное колесо из-за того, что, ребята, дверь проседает. И они как бы снимают, ездят без запасного колеса. Обратите внимание, увидите. Оптика пластиковая идет у нас. Ну, в общем-то, норм. Поехали. Следующий. Сказал заведующий. Вот такой НИВАЗ. Это, наверное, ВИЗ опять-таки. В прошлом видео попадался мне. Это... Нет. Нет, ВИЗ, да, 2346. Кто-то мне написал, как это обозначение расшифровывается. Но я забыл. ВАЗ Интерсервис, во, точно. В общем, берут автомобили от ВАЗа и делают надстройку, соответственно. Кстати, у Нивы был день рождения 5 апреля. Ей исполнилось... Короче, с 1977 года она выпуска. Посчитайте сами, сколько ей исполнилось. Я считал. В общем, смотрите, мост сделан. Прям так нормально. Выхлопная система сделана. Оптика здесь, соответственно, пластиковая. Это у нас также автолегенды. В общем-то, зачетная моделька. Зачетная моделюха. Достаем дальше. Опа! УАЗ. Если я не ошибаюсь, это трофи. И у него, посмотрите... Видать, много грузили, колесо просело.
но это дело поправимое. Сразу посмотрим снизу. УАЗ профи, да, масштаб 1.43. Смотрите, запасочка сделана отдельно. В общем, такой он, ну-ка, вот так вот, если сравнить. Ну нет, конечно, вместимость меньше. Ну, наверное, с «Газель» он точно будет. Оптика пластика идет, зеркала отдельными элементами сделаны. Тоже это автолегенды у нас. Зачетная модель кузов. Вроде как снимается, а вроде вот так. Короче, его приклеили, либо он не снимался, либо там просто вклеил, замазан. Переходим к следующей. О, что-то прямо у нас сегодня одни пирожки. Каблучки, так сказать. Вот такой вот у нас пятерочка, да? Ну, это не пятерочка, она называется по-другому, а так морда, видите, пятерочная. Сейчас я вам скажу. 21, 175. В общем, ИЖ. Это даже, ребята, ИЖ. Помните, я выкладывал видео с автомобилями ИЖа, и кто-то написал мне, а что там делает Лада? Веста, да? Это, ребята, были там модели, по-моему, на втором канале, или на этом я выпускал. Модели, которые именно завод Ижевский выпускал. То есть они заключают контракт, например, с АвтоВАЗом и выпускают Лада Весты. Но есть они ижевские, например, а есть, например, они сызранские даже. В Сызрани тоже есть завод. И есть Тольяттинский завод, соответственно. Не только, если мы видим Ладу, что она выпущена только в Тольятти. Нет, конечно, она может выпущена быть на разных заводах. В общем-то, вот это ИЖ у нас, ребят. А мы привыкли ИЖ видеть ИЖом. Ну и, соответственно, конечно, на Ижевском заводе были свои марки автомобилей под маркой ИЖ. Именно вот такие вот, ну, как мы знаем, автомобили ИЖ. Ну, а это вот такой вот, в общем-то. Так, дальше. Дальше больше. Дальше у нас, опа, вот и газелечка у нас. Газель. Это не Next, обычная Газель. Ну, бизнес, по-моему, она называется здесь. А, нет, шильдика. Не знаю, кто делает. Хотя вот здесь написано Диагостини. 3302 Газель, масштаб 1.43. Резиновые покрышки на колесах. Кузов не снимается. Тоже приклеенный. В общем-то, классная моделька. И я хотел сравнить вот с этим УАЗиком. Обалдеть. УАЗ практически больше Газели. По вместимости, да, меньше. Но если мы уберем вот эту часть, то будет практически одинаково, мне кажется. Класс. Так, кто у нас здесь притаился? УАЗик. УАЗик. Резиновые покрышули. Кенгурятник. Здесь у нас Дакар. Дакаровский УАЗик. Не знаю, участвовал ли УАЗ в Дакаре. Не могу это утверждать. Кто делает у нас? Давай-ка. Это у нас УАЗ Марторелли. Ух ты, какое название. В общем-то, вот тут вот что-то написано. Почему сделано, для кого сделано. Ну, по-моему, это Диагостини выпускал. А, вот написано Диагостини. В общем-то, зачетный тоже автомобильчик. Еще один думал дакаровский автомобиль, но нет. Это просто Нива, классическая Нива. Привет, Нивас, с днем рождения тебя прошедшим. Без зеркал. Без одного зеркала. Да, одного зеркальца нету. Оптика вся пластиковая. Также у нас Диагостини, модель Диагостини. Ладно, добрались до желтой штуки, да, давайте. Давайте, я вам покажу. Ух ты, какой тяжеленский. Ребяточки, это же знаменитый Икарус. Номер я, конечно, не помню. Опа, что-то тут беда прям с дворниками случилась. Икарус. И вот номер 260. Правильно? 260. В общем, вообще зачетный. Я на таком в детстве катался очень-очень много раз. Да, Икарус 260, масштаб 1.43 и делает Мадемил. Корпус металлический. Как разобрать, без понятия. Вот здесь вот два винтика, наверное. Чик, и все. Смотрим в салон. В салоне у нас не хватает лишь поручней. Вы ездили на таком Икарусе? Напишите. Я ездил, обычно любил сидеть вот здесь, на этом месте. Знаете почему? Вот тут вот. Вот. В общем, не видно. В общем, вот на этом месте любил сидеть, ездить, потому что было видно
лобовое стекло, и я представлял, что я тоже водитель автобуса. Ну вот как-то так. В общем, потрясающая модель. Класс. Ну, раз пошли автобусы, давайте вот посмотрим ЛАЗик это, да? ЛАЗ у нас, наверное, также компания Мадемио делает. Колеса у нас резиновые, с расшивочкой идут. Салончик давайте заглянем. В салончике у нас вот так вот. Это у нас такой вот не рейсовый, а такой, наверное, межгородской. Ну, на небольшие расстояния ездил. 695N. На таком автобусе, ну, может быть, я ездил пару раз, но не могу утверждать. Это было в глубоком, так сказать, детстве. Тоже из металла сделана модель. Опа! Здесь у нас, ух ты ж, какая красоточка. Волга такси. Ну и на такси я тоже ездил в свое время на Волге. Класс. Даже салон, смотрите, в красном цвете. Аккуратная шашечка на крыше. В общем, потрясающе. Передняя часть, посмотрите, как сделана красиво. Вот тут вот сбоку не очень. Так, открываем. Диагостини ГАЗ-2401 Волга. Резиновые покрышки на колесах. Красивая модель на самом деле. Четкая. Так, вот, смотрите, еще волжаночка. Волжаночка 3110, по-моему. Ну, по крайней мере, я их так называю. 3110, а там всякие умные начинают мне писать, что это 31105. Но в народе обычно называли все время Волга 3110. А вот эти уже последнюю цифру никто, мне кажется, не называл. Цвет красивый, оптика пластиковая, отдельные зеркала. Ну, в общем, тоже зачетная моделька. И тоже, наверное, производитель Диагостини. Да, Диагостини, кстати, очень много сделал моделей. Вот я тоже с них начинал, в принципе, собирать некоторые модели. Но сейчас, вот, к сожалению, нету. Может быть, ну, как говорится, свято место пусто не бывает. Обычно приходит кто-нибудь, и, может быть, какая-то компания все-таки начнет выпускать автомобили легковые, ну, какие-то газели, я не знаю, там, типа микроавтобусы в 43-м масштабе по доступным ценам. Было бы зачетно, согласитесь. Вот если согласен, поддержи меня лайком. Ну и можешь написать комментарий, что ты думаешь по этому поводу. Так, здесь у нас тоже Икарус. Тоже Икарус. Икарус тоже 260, что ли? Да, 260. Но здесь у нас двери другие. Если у этого двери такие, вот как они называются, ширмовые, по-моему, складывались на, ну, вот эта часть на 2 раза складывался, и это, ну, на половинке, то здесь как бы цельные идут они, такие. Ну, и сейчас, наверное, такие же двери, да, в основном у автобусов стоят, хотя не точно. В общем, недавно я видел прям живой Икарус, ездит, по-моему, даже гармошка, и снимал тоже видео, если что, шортс маленький, короткий, можете посмотреть. В общем, классно. На таком, по-моему, я не ездил. Ну, именно вот в таком окрасе точно не ездил. Так, отставляем в сторону. Здесь у нас УАЗик. УАЗ, Ульяновск написано, спорт, автоспорт. В общем, Эльбрус 74, 74 год, наверное. В общем, это, наверное, серия. Смотрите, проба здесь написано, номера даже. Это, наверное, смотрите, сделано в Бангладеш по лицензии ООО УАЗ. УАЗ Эльбрус. Резиновые покрышки на колесах идут. Оптика вся пластиковая. И это, наверное, серия была что-то тоже Диагостини делала. Серия УАЗ. В общем, УАЗ на службе, что ли, что-то такое. Так, здесь у нас пусто. Перейдем вот в эту часть. Опа, что чуть камера не упала у нас, да? Вот это красотень, ребяточки. А помните, я делал диораму, и кто-то мне писал, ты сломал такую редкую модельку, и вот она, ВИЗ, пожарный ВИЗ, ДПК, Самарская область. ДПК не знаю, как расшифровывается. Вот он прям в нульцевом состоянии. Обалдеть, какой красивый. Как это правильно называется? ВИЗ 294811. И сейчас я вам покажу свою диораму с этой моделью. Можете ее посмотреть отдельно. Сейчас, секундочку. Вот такая вот диорамочка, вот моделечка моя. Но она была в сломанном состоянии, поэтому я решил ее поставить вот на такую диораму. Вот. Если не видели видос, ну, попробуй закрепить в конечной заставке, можете посмотреть.
Такая вот диорамочка. Урал, кстати, это тоже не целый был, а это у меня как бы, как он называется, кит-модель, но очень сложная, она из смолы, и мне даже многие моделисты написали, что это очень сложно делать, только прям мастера могут делать. Поэтому пришлось сделать вот так. Переходим дальше. Отвлеклись чуть-чуть, кстати, зеркала, все на месте. Тип-топ вообще. Так. А больше, наверное... есть что-то есть. Что-то есть. Еще один автобус. Ух ты ж. Красавчик. Просто красавчик. Оптика, правда, прокрашена. В салоне поручней нету. Но зато можете посмотреть сиденье, да? Такс. Кто это у нас вообще? Лиаз, по-моему. 677 просто написано. Но это да, это Лиаз. 100% это Лиаз. Такая тоже интересная довольно-таки моделька. Делает компания Modemio в масштабе 1.43. И вот мне что нравится у компании Modemio, она старается делать колеса с расшивкой. Если Диагостини у нас делали просто колеса, да, ну покрышки и покрышки, многие их меняли, то здесь как бы все вот прям рисуночек соблюден. Прям класс. Зеркала на месте. Все аккуратненько. Класс. Так, по-моему, все. Хотя, не уходи. Может быть, что-то есть еще. Тут нету. Тут нету. А вот тут и есть. Подождите. Все. Это заключительная модель. Тут, по-моему, зеркала что-то валялись. Ну ладно, я потом проверю. И, конечно же, покажу вам всю коллекцию сразу. В общем, это вот такой вот у вас с пулеметом у нас идет. Крутится здесь. Ничего не крутится. Пулемет. Такой пулеметик. Клевенький, покраска матовая. Не глянцевая, а матовая. Зеркальце отдельно. Оптика пластиковая. УАЗ на номере. Такой кенгурятник. Удлиненный он. Здесь вот так вот. Внутри. И что это у нас за УАЗ? УАЗ Гусар 3132. Тоже Диагостини делал. Колеса восьмерочкой. Ну, беда такая. Ну ладно, это дело поправим. Литые диски, имитация. В общем-то, прикольная моделюшка. Так, ребяточки, все, здесь у нас все закончилось. Ничего больше, по-моему, нету. Если я не ошибаюсь. Или есть? Как будто бы что-то есть. Вот так вот сделаем. Нет, ничего нет. Все, кончилась пустая коробка. Сейчас я поставлю все модели, покажу вам, что же я получил и расскажу, где я это взял. Ну что, ребяточки, вот такая вот сегодня у меня коллекция моделей. Класс, 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 вообще. Атас. И Карусы, Лиаз, Лаз, Газон, Газель, УАЗики. Вообще классно. Ну и вот эта моделька тоже зачетная, что как бы появилась опять у меня в коллекции. Будет стоять, ничего с ней делать не буду. В общем-то, где я взял такую коробку? Все просто. Есть определенные сайты с объявлениями. Там можно найти коллекцию моделей. И человек продает как бы намного дешевле. Можно купить модели, а если, ну, он продает, бывает отдельно, бывает сразу коллекции. Но в любом случае, когда ты берешь много, тебе делают скидочку, как бы, сколько обошлось, не буду говорить вам. Ну, в общем-то, ну, можно и за 5000 найти, можно и за 500 найти. В общем, разброс цен такой. Можно и за 3000 найти какой-нибудь, может быть, там, технопарк или еще что-то в таком духе, там, автолегенды, сломанные, переломные, и за 1000 продают. Ну, в общем-то, приобрел вот эту коробку я, получилась вот такая коллекция. Я, конечно же, это дело поставлю на розыгрыш. Ну и условия давайте будут такие же, как в прошлом видео. Набираем 1 000 000 подписчиков до конца лета и устраиваю, конечно же, розыгрыш. Для того, чтобы принять участие, ребята, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в любых своих соцсетях. Ну, главное, конечно же, подписаться, потому что программа, которая проверяет комментарии, если вы не подписаны, то вы автоматически, конечно же, не участвуете. В общем-то, все. Вот такой вот сегодня видос. Если вам понравилось,
прям прикольный, да? То с вас лайкос, с меня видос. Пишите комментарии, что вам зашло больше всего. В общем-то, все. Всем пока. И всем самое главное, конечно же, добра.